Всем привет, вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим решающий 8-й матч легендарной суперсерии 1972 года СССР Канада. Тренерский штаб и в частности Борис Кулагин убедили выйти на лед столь важной игре Валерия Харламова, несмотря на травму, полученную в 6-м матче. Конечно, Харламов полную играть не мог, но его присутствие будет заставлять канадцев обращать на Валерия повышенное внимание, так считали наши тренеры. В заявку не попал Александр Рагулин, в остальном тот же состав. Канадцы в ворота возвращают Кена Драйдена, они с Эспозито играют по очереди. Вместо Голдсуорси появился Фрэнк Маховлич. Составы к концу серии устоялись. Перед игрой каждый канадский игрок подарил каждому нашему хоккеисту белую ковбойскую шляпу. Счет серии абсолютно равный, по 3 победы у команд и 1 ничья. Значит, кто победит в этом матче, тот и выиграет серию. От преимущества СССР не осталось и следа. Сложно представить, какой ажиотаж был перед этой игрой. Подпишись, если любишь эту огненную суперсерию. Канадцы быстро остаются втроем. Бросок Лутченко и Якушев открывает счет в матче 1-0. Лутченко мощно бросил сходу, Драйден отбивает, добивание Мальцева, штанга. Из третьей попытки Якушев с неудобной забивает. Начало лучше не придумаешь. Якушев продолжает свой бенефис, используя преимущество в 2 игрока. Как же не везет Мальцеву. Тут же удаляют Петрова. Игра 4-4. Мальцев на выходе из зоны обыгрывает Паризе, и Паризе нарушает правила. Судья его удаляет. Паризе очень недоволен этим решением. Вроде бы едет на скамейку, ему выписывают 2+10. И из-за этого разозленный Паризе бьет по льду клюшкой. И, разогнавшись, замахивается клюшкой со всего маху на судью Комполу. Но, слава богу, сдержался. Лапоинт уводит Паризе на скамейку штрафников. Но судья уже за такие действия выгоняет Паризе до конца игры. Паризе не угомоняется и не хочет уходить с площадки. Игроки Канады разговаривают с судьями, и тут еще Гарри Синден показывает жест рукой по шее, неизвестно в чью сторону, видимо в сторону нашей скамейки запасных. Тут же на скамейке канадцев появляется и Алан Иглсон, что-то объясняет тренерам и игрокам. Не исключаю, что Иглсон вообще предложил канадцам уйти с площадки, ведь канадцы были против арбитра Комполы, которого выбрали наши. Второй судья Рудольф Батя, который был выбран канадцами. Каждая команда выбирала по одному судье на этот матч после претензий канадцев в 7-й игре. Ну а почему так разозлился Паризе изначально? Ему дали всего 2 минуты. Он что, считал, что там вообще не было нарушения? Разве там не было фола? Это потом ему уже дали дисциплинарное, но все заварилось как раз из-за Паризе. Наши играют 4-3. Шадрин оставляет назад. Ляпкин расстреливает Драйдена. Тащит Кен. 4-4. Шадрин удерживает шайбу и отдает Якушеву. Бросок в касание мимо. Цыганков удален. Канадцы в большинстве. Бросок от синей, и Эспозито добивает с пятачка. 1-1. Парк бросает в касание от синей. Третьяк отбивает перед собой. Лутченко проехал мимо шайбы, а Эспозито уверенно сделал свою работу. Эспозито выходил в этой серии в большинстве с Эллисом и Хендерсоном вместо Кларка. Именно для этого. Эспозито на волне успеха входит в нашу зону, бросает, и Курнае с лета добивал. Третьяк надежен. Бросание в нашей зоне. Парк бросает от синей. Ротель на Жильбера. Бросок. Третьяк с трудом отбивает. Наши в большинстве. Петров не забивает с передачи Блинова. У Петрова ломается клюшка, и его здесь удалили. Удалений море. Играют 4-4. Блинов отдает. Васильев бросает. Драйден ловит.
Мальцев перехватывает пас, Мишаков за воротами забирает шайбу и отдает Лученко. Бросок в касание мимо. Mishakov centered it, here's a shot. And Dryden seemed to get his hand on that one. Курнае удален. Сначала Цыганков бросает мимо. Харламов подбирает и Лученко реализует большинство. 2-1. Passing back to Lutsenko, here's another shot, he scored! A long shot from the blue line. And I don't think anyone touched that puck. Видно, что Харламов играет на уколах, и уже в формате 5 на 5 вместо него выходит Мишаков. Но в большинстве Харламов вышел, отдал Лученко, а Владимир прошил насквозь все на свете, как он умеет. Бросал Лученко много, но это его единственная шайба в серии. Тут же после гола происходит атака на Харламова. Канадцы решили его добить, зная о его травме. Кто его ударил, неизвестно, но Валерия уводят на скамейку партнеры. Забегая вперед, скажу, Харламов еще вернется на лед. Савар своим любимым разворотом обыграл Якушева, убрал Шадрина, бросил мимо. Кузькин ошибается, Фрэнк Маховлич бесхитростный замах, Третьяк отбивает. И в ответку Михайлов поторопился и проехал линию паса от Блинова. На 17-й минуте защитник Парк подключается в атаку и переигрывает Третьяка. 2-2. Чудовищная игра наших в обороне. Лученко падает, Парк входит сам в зону, пас Ротелю, обратная передача, и Парк с упора расстреливает Третьяка. В нашей зоне проходной двор. Парк забивает слишком легко и буднично. Он всегда был атакующим защитником, но всегда вторым в НХЛ после Бобби Орра. Петров перехватывает пас Маховлича. Мощнейший бросок. Драйден эффектно ловит. На 20-й секунде второго периода Шадрин вновь выводит нашу сборную вперед. 3-2. Якушев на скорости бросает выше ворот, и от сетки над бортами очень неожиданный отскок для Драйдена, ведь в НХЛ были уже пластиковые ограждения над бортами. Возможно, это помешало, а накатившийся Шадрин в касание вонзил шайбу в ворота. Эллис моментально мог сравнять счет, но Третьяк прочитал все и переиграл. Ротель идет сам, пас Жильберу, и вновь Третьяк выручает. Харламов вышел на лед, передача, Лученко бросает, Драйден. Курнае выходит на ударную позицию, ложный замах, еще замах, бросок, Третьяк ловит. В середине второго периода Билл Уайт сравнивает счет 3-3. Род Жильбер долго выцеливал и сделал великолепную передачу подключившемуся защитнику Уайту, который так же, как и Лученко, забил свою единственную шайбу в серии. Канада в третий раз догоняет. Жильбер проводит великолепный матч. На волне успеха Жильбер должен был выводить Канаду вперед, но великий Третьяк! Второй выход 2-1 у наших, и вновь с Михайловым. Теперь Блинов отдает отличный пас, но очередь Драйдена творит чудеса. Шадрин выиграл вбрасывание и отдал Якушеву, который оформил дубль. 4-3.
Посмотрите, как Шадрин обыграл Эспозито и отдал через Парка, а Парк считал ворон. Якушев в ближнем бою уверенно переиграл Драйдена. Второй матч подряд у Якушева дубль. Спартаковцы в этой серии красавцы. Блинов и Петров играют на возвратах, и Блинов обыгрывает Драйдена и не забивает в пустые. Посмотрите еще раз, как красиво Блинов обыграл Драйдена и просто не попал нормально по шайбе. Но на ленточке спасает не кто-нибудь, а Фил Эспозито. Обязан был забивать Блинов. Наши в большинстве. Ляпкин делает отличный пас Васильеву и 5-3. Васильев на гроссмейстерской паузе убирает Бергмана, попадает в ногу Уайту и от ноги шайба заходит в ворота. Это серьезная заявка на победу в матче и серии. Кстати, после гола Уайт бросил шайбу в судью специально. Сейчас за такое дают несколько игр и штраф. Судьи здесь хотели, но передумали удалять Уайта. Серьезная заявка, но великолепная контратака Михайлов-Петров-Блинов могла просто закончить все. Драйден оставил в игре Канаду. После двух периодов мы вели в 2 шайбы, и в третьем можно было даже одну проиграть. Канадцам нужно давить и оставить в третьем периоде все, что есть, но Якушев и Анисин бегут в контратаку, и Драйден их остановил. Такое ощущение, что отыгрываться нужно нашим. Еще момент. Анисин отдает Васильеву, замах от ушей, никто не встречает. Мощнейший бросок, Драйден хорош, но как не забивать-то, Валера? Здесь сыграло старое правило. Не забил Васильев, а Эспозито в ответ забивает. 5-4. Маховлич выигрывает за воротами шайбу, отдает верхом на пятак, и каков Эспозито, ловит рукой шайбу, успевает бросить себе и вторым касанием забивает, хотя первый раз махнул мимо. Сколько в этой серии он забил одинаковых шайб с пятака? Неужели ничего нельзя с ним сделать? Гусев еще и отвернулся от него и в итоге не помешал. У Эспозито дубль, как и у Якушева. Но наши не расклеились. Бросок Лутченко от синей, Драйден отбивает, а Мишаков не смог добить. И проводивший отличный матч Жильбер, проезжая, задевает Мишакова. И произошла знаменитая и в то же время не самая приятная драка, где Мишакова окружили канадцы, и Бергман помог Жильберу завалить Мишакова. Мишаков звал Жильбера разобраться без партнеров, но Жильбер не решился этого делать. Сам Мишаков потом рассказывал, что спустя много лет на банкете спросил у Жильбера: «Почему ты тогда со мной драться отказался?» А он ответил: «Да ты меня убил!» Мишаков, конечно, красавец. Оба игрока получили по 5 минут. Канадцы играют 4-3, но Петров, играя втроем, элегантно атакует с неудобной, острый угол. Продолжается игра 4-3, и уже Ротель с пятачка с неудобной не забивает. Мишаков отбыл 5 минут и выходит с Мальцевым 2 в 1. Но почему Мальцев бросил? Мальцев не был жадным, и ведь Мишаков остался один на пустых воротах. Наверное, давило, что Мальцев не забил в серии ни одного гола. Команды тут же меняются воротами. Канадцам нужно забивать, и на 53-й минуте Курнае с пятачка сравнивает счет 5-5. Посмотрите, Эспозито бросает, Третьяк отбивает, но как доборолся за шайбу Эспозито. Доставил ее на пятак, и Курнае раз бросил, и со второй попытки забивает важнейший гол для всей Канады.
Столько раз нельзя давать добивать канадцам. Наши оставили третьяка на растерзание. Играть еще 7 минут. И здесь происходит знаменитый эпизод. После этой забитой шайбы судья за воротами не зажег красный свет, и Иглсон хотел лично с ним разобраться и направился туда. Советская милиция остановила Иглсона, а игроки Канады это увидели и бросились отбивать своего исполнительного директора. Сюда же пришли и тренеры Канады. В итоге Иглсона отбили, и он вместе с другими канадцами ушел через лед на скамейку, по пути показывая жест судье за воротами. А некоторые другие представители Канады показывают неприличные жесты всем трибунам. Иглсон зачем так взорвался? Разве кто-то хотел эту шайбу не засчитать? Или это очередная игра на публику? Ну и матч, и это еще не конец. После этого игра чуть успокоилась. Савар хотел опять своим разворотом и в итоге привозит, но Якушев не воспользовался. Игра 4 на 4. Парк тащит шайбу, Бергман летит и мог стать героем нации. Третьяк не позволил. Якушев идет вперед и попадает под мельницу Маховлича и Парка. Полторы минуты до конца. Эспозито прямо на льду проводит мини-собрание со всей пятеркой. Эспозито капитан, но почему у него на форме буква А? Все шло к ничьей в матче и серии, но происходит самое страшное. Помарка Васильева и Хендерсон забивает. 6-5. Сначала Васильев по борту отдал шайбу Курнае. Все тот же Хендерсон вылетает на смену вместо Маховлича. Шайба была у все того же Васильева, но как он ее упустил, непонятно. Эспозито моментально в касание ударил в сторону ворот, где уже разобрался Хендерсон. Чистый злой гений советской сборной. Он забивает третий матч подряд победную шайбу. Но каков Эспозито? Как он опять доборолся? В этой игре у него 2+2. Радости канадцев нет предела. Как же они радуются. На льду даже люди без коньков в куче радости. А на скамейке опять неприличные жесты. До конца матча оставалось 34 секунды. Финального штурма у наших не получилось, канадцы побеждают. Именно после этой игры Озеров скажет, что развеян миф о непобедимости канадских профессионалов. Победная шайба Хендерсона по опросам для Канады становится не только главным спортивным событием для страны в 20 веке, но и занимает 5-е место среди всех знаковых событий вообще. Для сравнения, Вторую мировую войну они отправили на 6-е. Это к вопросу о том, что это было для канадцев. Радости не было предела. Но как наши умудрились, ведя в 2 победы в серии за 3 игры до конца и ведя в 2 шайбы перед третьим периодом последнего матча, отдать серию, непонятно. Даже не пропусти последнюю шайбу Хендерсона, была бы ничья. Уже через много лет на встречах игроков тех команд канадцы улыбаются нашим и делятся эмоциями, но играя так подло. Как наши вообще принимают все это лицемерие? Считают их своими друзьями, хотя ничего не забыто. А как вы считаете, действия Иглсона повлияли на нашу команду? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал для следующих обзоров. До свидания.